Сибирская тайга – место, не прощающее ошибок. Здесь господствуют леденящие кровь морозы, сугробы и жесткая конкуренция среди хищников. Все вы прекрасно знаете, что хозяином тайги является медведь или король амурский тигр. Но есть еще один хозяин тайги, только весит он чуть больше 1,5 килограммов, носит дорогую шубу и обладает суровым характером семейства куньих. Встречайте соболя. Соболь встречается по всей таежной части России, от Урала до побережья Тихого океана. Предпочитает темно-хвойную тайгу, особенно любит кедрачи. Также встречается в Японии на острове Хоккайдо. Всего насчитывается 17 подвидов, различающихся размерами и цветовой гаммой. Самый редкий подвид – баргузинский соболь. Все дело в том, что шерстка баргузинского соболя самая темная и самая шелковистая из всех. У других соболей она жестче и светлее, вплоть до рыжеватого оттенка. Также весьма известный тобольский соболь, камчатский и японский, который вообще желтый. В целом любой соболь похож на куницу, но тело и хвост по пропорциям у обладателя самой красивой шубки более короткие. Голова крупная, с широко расставленными округлыми ушками. Но не позволяйте милой мордочке с черными глазами-бусинками себя обмануть. Череп соболя имеет мощные жевательные мышцы и острые зубы, способные мгновенно перекусить позвоночник жертве, которая по размерам лишь немногим уступает самому хищнику. Лапы широкие, пятипалые, с шерстью на подошвах, дабы не замерзали. К зиме они покрываются густым жестким мехом, который полностью скрывает подушечки пальцев и когти. Площадь опоры увеличивается в несколько раз. Там, где человек проваливается по пояс, а лиса тяжело вязнет, соболь летит по поверхности рыхлого снега, практически не оставляя глубоких следов. Да, мех соболя уникален. В отличие от большинства других млекопитающих, у которых волоски растут строго в одном направлении, шерстинки соболя растут абсолютно хаотично и под углом. Результат – его мех невозможно загладить против шерсти. Как бы зверь ни пробирался сквозь узкие дупла, колючий валежник или густой кустарник, его шерсть мгновенно принимает первоначальный идеальный вид. Соболь – убежденный мизантроп и одиночка. Он не создает стай, не терпит соседей и готов отстаивать свой охотничий участок площадью до 30 квадратных километров с яростью берсерка. В отличие от своей близкой родственницы лесной куницы, которая предпочитает верховую жизнь на деревьях, соболь парень приземленный. Он прекрасно лазит по стволам, но охотиться предпочитает на земле, передвигаясь характерными прыжками длиной до 70 сантиметров. Кстати, у соболя невероятно развита топографическая память. Он наизусть знает каждую лазейку, поваленное дерево и пустоты под корнями на своей территории. Если на его участке появляется чужак, соболь не просто прогоняет его, а устраивает методичное преследование, используя знания местности как тактическое преимущество. А еще он обладает высокой пластичностью графика. Если в тайге спокойно, соболь охотится в сумерках. Но если наступают тяжелые времена или активизируются крупные пернатые хищники, например филины, соболь легко переходит на строго ночной или наоборот дневной режим работы. Изредка соболь даже подает голос. Как и куницы, во время испуга или раздражения рычит, а во время защиты от противника тявкает. Во время удовольствия урчит и издает низкие звуки, напоминающие стрекотание, а брачные игры сопровождаются мяуканьем, быстро повторяющимися гортанными звуками и глухим ворчанием. Соболь, как и все остальные куньи, всеяден. Когда лень ему охотиться, он за обе щеки уплетает ягоды и кедровые орешки. Да, соболь один из немногих хищников, который испытывает непреодолимую тягу к углеводам. Осенью до трети его рациона составляют кедровые орехи, брусника, голубика и черника. Зверек ловко шелушит шишки и лакомится ягодами, что помогает ему быстро набрать слой подкожного жира перед зимними морозами.
Но любимая вкусняшка этого милахи, конечно же, грызуны, реже зайцы. Особо крупные особи, вспомнив, кто их старший брат и сестричка, могут завалить даже кабаргу. Соболь грамотный кочевник. Выбрав себе местность на 2-3 года, он обустраивает территорию под себя. Зверек создает постоянные ночлежки с отдельным санузлом, используя природные пустоты и выстилая их сухой травой. В плохую погоду проминает бока в комфортной норе. Ведя оседлый образ жизни, соболь редко покидает свое пристанище и от мест мечения уходит не далее 30 километров. Взрослые особи могут предпринимать дальние перемещения до 150 километров, на преодоление которых уходит несколько месяцев. Естественно, таким красивым одиночкам время от времени тоже хочется любви. Соболя полигамны и особых иллюзий по поводу вечной жизни в семье не строят. Для привлечения самочек они используют запаховые железы, которые находятся на задней части брюшка. Пора любви обычно начинается в июле и заканчивается в августе, а время вынашивания продолжается почти год. Долгое время ученые не могли понять, почему соболи спариваются в разгар лета, в июне, в июле, а детеныши появляются на свет только следующей весной, в апреле или мае. А секрет кроется в уникальном явлении под названием диапауза или латентный период. Оплодотворенная яйцеклетка развивается до определенной стадии, а затем полностью останавливает свой рост. Она замирает в организме матери на протяжении 7-8 месяцев. Весь осенне-зимний период соболь занимается выживанием, не тратя драгоценные ресурсы на развитие. Как только солнце начинает пригревать, а световой день увеличивается, обычно в марте, организм самки дает гормональный сигнал – старт. Эмбрион прикрепляется к стенке матки и всего за 1 месяц бурного развития превращается в полноценного соболенка. На свет появляется от 2 до 5 слепых и беспомощных детенышей, которые уже через 4 месяца превратятся в самостоятельных и дерзких хищников. Ко 2-му месяцу детки начинают выходить из логова. В это время они перестают питаться молоком матери и весят около 600 грамм. А к сентябрю достигают размера взрослых пушистых соболей и начинают охотиться направо и налево, уже самостоятельно. Все это производство чудо-соболят происходит только раз в 2 года. Отсюда и стремительное сокращение популяции, которая попросту не успевает за аппетитами людей. Продолжительность жизни соболя в природе около 8 лет, в неволе в среднем до 16, но были зафиксированы случаи, когда отдельные особи доживали и до 20, а самки даже приносили приплод до 14 лет. Про естественных врагов соболя давно говорить не стоит, потому что это лишь маленький процент от того вреда, который соболям причинили люди, продавая и покупая товары за некоторое количество соболиных шкурок. Мех соболя веками именовался мягким золотом. Он служил валютой, им платили дань, его дарили королям и императорам. Баргузинский соболь ценился на вес настоящего золота. К началу 20 века человечество увлеклось охотой настолько, что соболь оказался на грани полного исчезновения. В тайге оставались считанные сотни особей. Спасло ведь только чудо и экстренное вмешательство ученых. В 1916 году в Бурятии был создан Баргузинский заповедник, первый в истории России, организованный специально для спасения одного конкретного вида животных. Благодаря жестким запретам, созданию заповедных зон и последующему искусственному расселению популяцию удалось восстановить. Сегодня соболю ничего не угрожает, и он продолжает уверенно патрулировать свои таежные владения. А как вы относитесь к тому, чтобы отказаться от изделий из натурального меха? Тем более, что технологии это уже позволяют. Пишите в комментариях. Для тех, кто долгое время с нами и кто хочет поддержать развитие наших каналов, может перейти на платформу Boosty по ссылкам в описании. Там доступны все видео с каналов Планеты Земля и ЗУ, без рекламы и замедления. Спасибо, что любите природу вместе с нами. До скорых встреч!